Всем привет, меня зовут Алина Федорова, и сегодня речь будет идти о жиросжигании и конкретно об области живота, боков. Это то, что интересует многих девушек, как же привести в порядок живот, сделать пресс красивый. Обо всем этом мы сегодня с вами поговорим. Начну с того, что мне часто задают люди такие вопросы, по которым я понимаю, что они совершенно не знают каких-то базовых принципов похудения. Когда-то вот меня спрашивали: Алина, как можно похудеть за неделю на 5 килограмм? Как можно за месяц похудеть на 10 килограмм? Я говорю людям: нет, никак. Это вообще невозможно. Физиологически наш организм может сжечь 2 килограмма жира за месяц. Больше никак. Когда-то со мной даже одна девушка спорила: я за неделю на 7 килограмм похудела. Я говорю: да я же не спорю, может, вы и похудели на 7 килограмм, но 7 килограмм чего ушло? Явно не жира. То есть это 7 килограмм от вашего веса, но это могла быть вода, это могли быть мышцы, что скорее всего таки было. Потому что я же говорю, более 2 килограмм жира сжигать за месяц — это физиологически невозможно. Если вы хотите похудеть, вы должны знать такую простую базовую информацию, что то, что показывают вам весы, это не означает, что качество вашего тела улучшается. На самом деле, как вы знаете, мышцы не весят вообще больше, и когда у вас уменьшается процент жира и увеличивается процент мышечной массы, то наоборот, скорее всего, вы будете весить даже больше, но выглядеть вы будете при этом гораздо лучше. Также меня часто спрашивают: Алина, что важнее, выполнение спортивных тренировок, либо же правильное питание? Тут нет чего-то более или менее важного, это важно одинаково. Только в комплексе вообще это будет работать. Приведу несколько сценариев, как это может быть. Например, девушка выполняет физические нагрузки, регулярно тренируется, но при этом питается неправильно, переедает, ест много сладкого и тому подобное. Например, даже на платформе Whisper есть такие, кто делает тренировки, но при этом даже не заглядывает в план питания и питается по-прежнему неправильно и по-прежнему ест сладкое, и, естественно, это тормозит процесс. Как все происходит? Конечно же, вы укрепляете мышцы, занимаясь физической нагрузкой. Мышцы пресса растут, укрепляются, но при этом эта жировая прослойка, которая у вас есть, она никуда не девается. Она там же и остается, и ваша талия, наоборот, увеличивается в объеме, и ничего хорошего не происходит. Второй вариант. Девушка сидит на диете, у нее дефицит калорий, она худеет, цифры весов показывают, что вес снижается, но при этом она спортом совершенно не занимается. Что происходит? Сжигаются мышцы полностью. Девушка просто превращается в таком случае в толстую худышку. Наверняка вы видели много таких людей. То есть в одежде человек выглядит абсолютно нормально, у него вес в норме, но если он будет без одежды, в купальнике, вы поймете, что тело далеко от идеала. То есть оно рыхленькое, оно дряблое, мышцы неупругие, где-то живот, где-то бока. Картина такая себе. Ну и третий вариант. Человек питается правильно, соблюдает норму калорий, никаких вредностей, физическими тренировками не занимается. Он имеет обычное тело, обычный живот. Некоторых такой результат тоже устраивает. У каждого человека свои вкусовые предпочтения. Кто-то не стремится вообще к упругому, подтянутому телу. Некоторым вообще все равно. Лично я любительница упругого тела, то есть мне нравится, когда все тело в тонусе, но при этом оно не перекачанное. Мне нравится, когда у меня есть такие вертикальные полосы на животе, косые мышцы, видно, что тело упругое, подтянутое, но при этом нет таких, знаете, железных 6 кубов, как у мужчин. Опять-таки, это на любителя, кому-то нравится такое. Мне такое не нравится, я к этому не стремлюсь. Вот как я вам объяснила, исходя из этого мы понимаем, что питание и спорт только вместе, иначе результата добиться вообще невозможно. Давайте разберем, почему вообще жир у нас откладывается в этой области живота и боков. Ну, во-первых, конечно же, зависит от типа телосложения девушек. Как вы знаете, есть разные типы. Это яблоко, груша, песочные часы, морковка. Типы телосложения зависит от строения скелета, формы мышц и распределения жировой массы в теле у девушки. Это уже такая генетическая предрасположенность. У кого-то жир собирается, скапливается в области бедер, у кого-то в области живота, у кого-то в груди. Кому-то больше повезло, кому-то меньше повезло. Если у вас какой-то определенный тип фигуры, это не означает, что у вас обязательно будет все плохо. Вы можете улучшить ситуацию, вы можете иметь красивое тело, вы можете избавиться от этого жира, только, конечно же, если будете работать. Иногда причиной того, что талия широкая, бывает проблемы с пищеварением, вздутие живота. В таком случае, если вы чувствуете какой-то дискомфорт, обязательно нужно пойти к гастроэнтерологу и провериться. Сделать УЗИ, сдать анализы, и чаще всего в таких случаях прописывают определенные пробиотики, витаминные комплексы. Также нужно соблюдать определенную диету, больше клетчатки, больше воды, ну и, конечно же, спорт. Также очень часто причиной того, что жир скапливается в области живота, является сидячая работа, и это то, что нарушает наше пищеварение. Люди, которые работают в офисе, для них как никогда важно заниматься спортом и правильно питаться, потому что их положение, скажем, усугубляется. Кстати, ребят, знали ли вы, что у человека 5 различных видов жира? Это белый жир, бурый, бежевый, висцелярный и подкожный жир. Самый опасный из них — это висцелярный жир, это тот, который находится в брюшной области, он вокруг органов, то есть
вокруг печени, поджелудочной железы, сердца. И это то, что вызывает ряд различного рода заболеваний, начиная от сердечно-сосудистой системы, рака молочной железы, диабет и много чего другого. Для того, чтобы для себя понять, что у вас слишком много висцеллярного жира, достаточно измерить объем талии и объем бедер. И затем разделить значение объема талии на значение объема бедер. Если у мужчин получается больше единицы, а у женщин больше 0,85, это говорит о том, что это уже ожирение внутренних органов, и это то, что может быть уже опасным для вашего здоровья. Мы сейчас не говорим про эстетику, мы сейчас говорим конкретно о какой-то критической точке, где уже вы находитесь в том состоянии, когда это уже может действительно закончиться для вас плачевно. Чаще всего это когда у женщин размер талии превышает 82 сантиметра. Причины, по которым получается переизбыток висцеллярного жира. Ну, во-первых, это недостаток физической нагрузки, это злоупотребление сладким, это может быть гормональные нарушения, это может быть просто возрастное. В общем, давайте все это подытожим. Похудеть локально только в области живота и боков невозможно. Если у вас происходит процесс жиросжигания, он происходит везде, во всем теле. Вы не можете худеть только в ногах, либо только в руках, либо в другой части тела. Поэтому вариант, что вы просто качаете пресс, на этом все, он не работает. Либо вариант, что вы просто сидите на диете, он тоже не будет работать. Для того, чтобы был нормальный живот, чтобы был пресс, нужно подходить к этому вопросу комплексно. Во-вторых, нужно выполнять кардиотренировки. Без них эффективного жиросжигания вообще не будет. В-третьих, нужно создать дефицит калорий. Это обязательно. Без этого процесс жиросжигания тоже никуда не пойдет. Нужно полностью перейти на правильное питание. Отказаться от сладкого, отказаться от газированных напитков, отказаться от алкоголя, потому что это то, что в первую очередь будет влиять на процесс отложения жира именно в этой области, особенно если вы к этому склонны. Также нужно провериться у гастроэнтеролога и у эндокринолога. Нужно сдать все необходимые анализы на гормоны, пройти УЗИ и быть уверенным, что у вас нет никаких в организме заболеваний, отклонений, каких-то сбоев. В случае, если что-то не в порядке, конечно же, нужно решать эту проблему медикаментозно, либо с помощью других способов, которые вам предложит врач. Также, ребят, если вы будете не досыпать, если вы будете спать меньше 7-8 часов, и при этом вы работаете, вы еще выполняете тренировки, то, конечно же, это будет тоже тормозить процесс жиросжигания, потому что у вас не будут вырабатываться определенные гормоны, которые будут этому способствовать. Только если вы будете все это в комплексе соблюдать, это даст вам нужный результат. Если кто-то ожидал, что существует какая-то волшебная пилюля, волшебная палочка, при взмахе которой это даст вам результат вот буквально за пару дней без либо каких усилий, нет, ребят, такого не бывает. Нужно работать, нужно следить за собой, и только тогда будет эффект. Понимаете, все проходят одни и те же этапы, просто кто-то ленится, а кто-то нет. Еще, ребят, я сегодня хочу с вами поделиться своими самыми любимыми эффективными упражнениями для верхней части тела. Если вы будете выполнять их регулярно, это даст очень крутой результат. На своей платформе Wispens я сделала много различных программ тренировок, которые будут прорабатывать мышцы всего тела. То есть все тело будет в тонусе, и при этом это будет красивое тело. Это не будет сильной перекачанной мускулатуры. Это все нацелено на приобретение красивых женственных форм. По этому принципу я построила программу своих тренировок. Я включила туда силовые, кардио. Это все работа с весом собственного тела, без дополнительного какого-либо оборудования. Не считая резинок, но это совсем другое. Это реально очень круто, особенно для наших ягодиц. Также я туда включила уроки йоги. Это и фитнес-йога, это стретчинг-йога. Это то, что будет делать наше тело не только сильным, красивым, подтянутым, а еще и гибким, плавным. Это тоже очень важно. Я уверена, что вам очень понравится. Ребят, я очень надеюсь, что видео стало для вас полезным. Если да, ставьте лайк. Также можете в комментариях написать, какие бы вы хотели увидеть еще видео на тему похудения, здоровья, красоты тела. А мы скоро увидимся. Пока!